Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами схему вязания спицами такого простого узора с перемещением петель. Схему вязания данного узора можно применять в различных изделиях, как девочкам, так и мальчикам, мужчинам и женщинам. Применять можно в вязании кофт, жилетов, жакетов, шапок, варежек и так далее. Данный узор буду использовать для вязания детского изделия. Это пончо-безрукавка, деталь спинки, деталь переда, выполнена этим узором. Схема данного узора выглядит так. Некоторое количество изнаночных петель, 4 лицевые петли для первого жгута, 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 8 петель лицевых для вязания второго жгута и здесь также некоторое количество изнаночных петель. Я буду вязать данный образец, добавляя здесь по 5 изнаночных петель и 1 кромочной петли. Общее количество петель для вязания данного образца я буду набирать 29. Спицы номер 2,5, пряжа и обычным способом набора набираю общее количество 29 петель. Вязание первого ряда. Первую петлю кромочную снимаю. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные петли. 1, 2, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная петля. Последняя. Также вяжем изнаночная петля. Вязание второго ряда, а также всех изнаночных рядов выполняется следующим образом. Первую кромочную снимаем. Последнюю кромочную вяжем изнаночная петля, а эти петли выполняем вязание по рисунку. Кромочную снимаем, далее смотрим. Петля открытая, вяжем ее лицевой. 1, 2, 3, 4, 5. Далее петля с бугорком, значит вяжем ее изнаночная петля. Итак, выполняем вязание всех изнаночных рядов. Петля с бугорком, изнаночная петля. Петля открытая, лицевая петля. Вот она, открытая, лицевая. После вязания второго ряда я повторила вязание третьего ряда как первый ряд, четвертый ряд как второй ряд. А сейчас вязание пятого ряда и в пятом ряду перемещение петель. Первую кромочную снимаем, 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 2 лицевые на дополнительную спицу и оставляем за работой. Следующие 2 лицевыми. 1, 2, 2 петли вернуть, вязать лицевыми петлями. 1, 2, 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли. Следующие 2 петли на дополнительную спицу за работу. 2 лицевые петли,
2 петли вернуть, вязать их лицевыми, следующие 2 петли на дополнительную спицу перед работой, 2 лицевые петли, 1, 2, петли вернуть, вязать их лицевыми, 1, 2, 5 изнаночных петель, 1, 2, 3, 4, 5, кромочная петля, изнаночная петля. После вязания 5-го ряда выполняем вязание рядов до 10-го ряда включительно. Изнаночные ряды как 2-й ряд, лицевые ряды вязание как 1-го ряда. Вязание 10 рядов выполнено. В следующем 11-м ряду будет перемещение петель. И смотрите маленький секретик, как вязать ряды, не считая их. Несколько рядов провязали, смотрите, вот она дырочка, перемещение петель, сюда ввожу спицу, подхватываю протяжки и считаю их. 5-й ряд с перемещением петель, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. А когда рядов много, просто считаем. Так, чтобы лучше было видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Выполнено вязание. В следующем ряду перемещение петель. Вязание 11-го ряда. Первую кромочную снимаю. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Перемещение петель. 2 петли на дополнительную спицу за работу. 2 лицевые петли. Петли вернуть. Вязать их лицевыми. 2 изнаночные петли. 1 лицевая петля. 2 изнаночные петли. 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5. И кромочная петля, изнаночная петля. Выполняем вязание 12-го изнаночного ряда. 12 рядов связано, и 1 раз раппорт узора в высоту мы выполнили. Далее раппорт узора в высоту повторяется необходимое количество раз. И на что обращаем внимание, здесь перемещение петель каждый 6-й ряд, а на широком жгуте косе перемещение петель выполняется в каждом 12-м ряду. То есть 1-й раз делаем, 2-й не делаем, и затем повторяем. Выполнив вязание раппорта узора в высоту еще 1 раз, вы можете петли закрыть, увлажнить образец и дать ему высохнуть. У меня же образец такой был уже связан, и я просто примеряю, смотрю, как после увлажнения ведет себя данная пряжа и данный образец. После увлажнения размеры не изменились. Ставьте класс к этому видео и применяйте с удовольствием вязание данного узора.